Вот такая вот у нас горелочка маленькая. Горючее этого будет сегодня спирт. Ну и спичками будет. Все. Сосиски наши закипели. Да, мне кажется, надо их убирать. Да, давайте, И давайте. ставить чайник. Каждому по спальнику укрываться. Я думаю, двойной сделаем и будем вместе. Держим путь в Боровое. И сейчас уже дело к вечеру идет. Вот мы не знаем на самом деле, где мы сегодня будем ночевать, но ночевать будем однозначно в машине. Посмотрим. 200 километров примерно. Да, если нас в Маринэ Клаб не запустят вовнутрь сегодня, ну, если там много людей, могут не разрешить вовнутрь заехать. И тогда, ну, смысла нет там ночевать нам. Просто на стоянке. На елочку Да, ставим. тогда, наверное, остановимся на елочке, переночуем там и уже потом поедем кататься по Боровому тоже. Смотрите, друзья, вот какой импровизированный классный подлокотник. Даже ничего сюда не ставили. Кстати, сегодня я взял Лилины перчаточки. Вот. Сколько им лет, кстати, уже не помню. Лет 5 точно есть, Они да? потрепанные уже. Классные перчатки. Они вообще для рыбалки, для спиннинга, да? А я в них езжу. Вот так вот. Кстати, друзья, здесь по трассам, получается, есть вот такие вот туалеты бесплатные. Есть, конечно, и на улице, но вот внутри там все чисто, опрятно, убирают. Да, там достаточно Да. чисто. И руки можно с мылом помыть. Мгм. Кстати, даже есть сушилка, но я, как обычно, ими не пользуюсь. Вообще вот эта елочка, она очень красивая. Всегда здесь В этом году останавливаемся. поставили здесь юрту.
Да. А до Юрка этого даже шатерик, есть. да, там был в прошлом году еще? Да. Так А что, здесь друзья, Юра. Правда, здесь она вообще- закрыта, нельзя зайти, ну Да? ничего. Есть А. эстакада вот здесь вот. Да, там дальше вот эстакада. Вон там вот Где-то эстакада. 190 километров от Астаны. Примерно так расстояние. Да. Ну что, Тронем дальше. давайте тронем. Так, поедем. Трасса. Вот 95-й Да. прайм есть. Да, друзья, здесь есть 95-й прайм. Сейчас заправимся, чтобы завтра можно было спокойно уже кататься, да? Ага. Так, а телефон где мой? Ставим сюда. Больше не давить. Полный бак заправились, теперь едем дальше. Теперь спокойно, нужно ехать. Ну и разбавили этот 92-й бензин.
Друзья, сегодня мы приехали в одно из самых любимых наших мест. Здесь очень красиво. Сегодня очень холодно, кстати. 3 градуса сейчас. И ветер сильный. Сейчас надо будет что-нибудь приготовить здесь, поесть, а то мы уже проголодались. Смотрите, какие валуны тут. Классно. Какая красота тут, друзья. Куда ни глянь. Здесь везде такая красота. Можно даже походить здесь. Да. Сейчас походим. Валуны такие. Нужно осторожно. Да. О, Да. можно к воде даже пройти так. Можем и к воде пройти. Вот и цветет что-то. Обалденно, друзья. Здесь что-то у нас цветет. Посмотрите, какие цветы. Красота. И Какие шум же воды. цветы. Можно даже туда спуститься. Осторожно. Но можно и упасть. Да, осторожно лучше. Сегодня бушует озеро. Это Щучье озеро. Сегодня оно такое неспокойное. Да. Друзья, сегодня мы взяли с собой свою спиртовую горелочку. Сегодня готовить будем на ней, потому что полностью налегке приехали. Так, как она у нас так открывается. Титановая. Такая вот. Вот такая вот у нас горелочка маленькая. Горючее это будет сегодня спирт. Ну и спички нужны будет. Все. Вот такая вот комфорочка у нас, друзья, будет в этот раз. Все, сейчас будем заправлять ее. А может сначала комфорку убрать, чтобы Давайте. видно было Попробуем. хорошо, как там, сколько спирта уходит. Так. Он сейчас еще вот эти сопла будет заливаться. Спирт у нас 90%. От 95%, по-моему, да? Нет, 90. 90%. Да, этиловый спирт. Мгм. Так, и давайте его будем заправлять сюда. Вот он уходит туда. Пока так сделаем. Да? А давайте еще. Вот так вот. Он должен еще согреться. Так. Ну что, зажигаем. Да, тяжело его запалить, когда он холодный. Смотрите, Более-менее Более-менее. направлено Да. теперь. получше. Все, сейчас будем ставить шарик на огонь. Так. Все, и давайте его на огонь. Он там горит. Вот так. Нормально. Чайник стоит у нас, а здесь у нас сосиски.
Лиля накладывает сосиски. Друзья, у нас вот такое вот, можно сказать, начало лета. Ну, Да, самый да, конец да, да. мая, но у нас Плюс так 3 холодно. градуса. А вчера и Это очень позавчера у нас холодно. снег шел. Да. Да. Кстати, наверное. да. Так. Там зальем туда. Нормально. Все. И их туда поставим на огонь. Прям вот так. Ага. Вот. Хорошо. Отлично. Классная комфорка. Слушайте. Полный набор, да, Да. походника? Ну, кстати, с одного набора, по-моему, да, вот эта вот штука? Нет, мы отдельно покупали. Нет, вот это вот и вот это вот. Мы покупали их в одном отделе, действительно, в кемпинговом. Да, там По-моему, да, по-моему, одинаковые это одной прямо, фирмы. да, они идут Но в какой коробке. именно, точно не помню, как называется. Сама горелка, да, она другая. Сосиски наши закипели. Да, мне кажется, надо их убирать Да, давайте, уже. И давайте. ставить чайник. Так, Аккуратненько. ух ты. Смотрите, какой у нас там огонь. Чайник, вот так. Все Теперь классно. он закипает. Мгм. Пока закроем ее. Что-то лапша так вкусно пахнет. Ага. Есть Ой, охота, да? разлетается. Ага. Наш скромный ужин готов. Заварили все. Получается, заварили бич-пакеты, сосиски отварили и даже заварили чай. А где наш чай? А пусть Чай там пока в заваривается. сторону убрали. Попозже Давайте попьем. посмотрим, ребята. О, Ну, вот такой вот роллтон у нас да. сегодня. Ну, между прочим, это вкусно. Иногда хочется, да, гадость какую-нибудь съесть. Ага. О, где-то там кошечки, да? Да, сзади вот он подошел. Да? Сейчас надо открыть ее. Ага. Здесь всегда Кошечка. приходят кошечки. Ага. Я тоже есть хочу. На. Да, маленькими кусочками надо ей давать, чтобы она потом не подавилась. Да нет, он не подавится. Классные сосиски. Все, друзья, начинаем. Кота уже накормили. Да. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Иди. Это вкусно. Он вроде, кстати, не доел. Не доел? Свои. Ну, наверное, надеется, что ему еще что-то дадут. Что-то Или что, пытается чеснок? еще вынюхать. Могу чеснок дать. Коту, наверное, Больше не идет ничего чеснок. нет. Ага. О, Очень сытно поели мы. я еще доедаю сосиски. Прям согрелись, да? Согрелись. Вот сейчас пьем горячий чай. Кстати, шпроты мы даже не открывали. Да, не открывали. Ну, А я ем, сосиски, смотрите, ребят, чеснок. здесь очень холодно, поэтому ем сырой чеснок. Ну, с солькой. Для Дома я его профилактики, да? Да, дома я его еще с перцем черным посыпаю. Так вкуснее. Будете меня обнимать? Ой, горячий чай, класс.
Собрали все наши причиндалы. Ага. И теперь будем готовить машину ко сну. Готовим нашу Ниву ко сну. Сейчас мы еще один плед постелим. Да. Единственное, что здесь вот есть какие-то что-то типа слепней. И они прям вот везде. Это как гигантские комары. Похожие на комаров, но они какие-то вялые вообще. Да. Непонятные пока. Каждому по спальнику укрываться. Я думаю, двойной сделаем и будем вместе. Ну, посмотрим на ваше поведение. Ага. Но думаю, что будет тепло достаточно. На улице холодно. На улице уже все, ночь опустилась. Друзья, вот. Вода все еще бушует там вовсю. Кстати, вот здесь вот на дереве есть даже вот такая лампочка. Так что мы вот здесь вот сидели под деревом. Было достаточно удобно. Светло. Вот там наша сумка еще осталась. Сейчас чуть позже покажем вам, что там у нас. Все, мы уже полностью здесь разложились, зашторили. Вот здесь вот с этой стороны шторку повесили. И с этой стороны тоже повесили шторку. Она не только нас будет закрывать от посторонних глаз снаружи, но еще все ж таки будет как-то тепло сохранять, я думаю, в машине больше. Потому что у нас сегодня достаточно холодно. А вот с этой стороны, друзья, посмотрите. Ага, здесь, наверное, не видно, да? Дайте-ка. Вот с этой стороны у нас пока подушки и наши спальнички лежат. Ага, бананчики, если что, вдруг захочется перекусить. Вот, а с этой стороны у нас, с этой стороны клей. Сейчас покажу, для чего нам этот клей понадобится. Вот так вот уютно в нашей машинке, друзья. И если вы заметили... Убила. Кого вы там убили? Ну, что-то типа комара летает. А, это вот эти след. Вот. Если заметили, мы сегодня из своих старых фонарей только один взяли. Но неспроста. Сейчас я вам покажу на самом деле, как мы сегодня будем освещать нашу машинку изнутри. У меня есть вот такая вот проволока от шампанского. Еще с Нового года осталась. И вот сейчас эта проволочка мне нужна будет. Я вот подготовила вот такой вот круг. И сделан он из пенки, из коврика для рыбалки. То, что у нас был уже старый, ненужный. А вот здесь вот с этой стороны полностью спиралькой я проклеила джутовой веревкой при помощи вот этого вот клея. Ну, обычный столярный ПВА клей. И это у нас будет основа для нашего светильника. Но светильник будет непростой. Светильник будет у нас в виде целой истории. Вот что нам понадобится
для начала. Это у нас сделано из шпажек деревянных, бамбуковых. И теперь дальше нам понадобится вот эта волшебная баночка. Посмотрите, друзья, какая там красота. Это растения. Растения, сделанные из полиэтиленовых пакетиков. Ну, там тоже специальным образом. Таких вот у нас здесь много-много разных вот таких вот. И теперь самое интересное. Это шапочка. Шапочка для нашего домика, для нашей хижины. И она тоже сделана из джутовой веревочки. Мы ее вот так вот просто наденем. Таким вот образом. Все. Хижина готова. Вот такая вот хижина. Теперь я украшу вот всеми растениями, которые тоже подготовила. И посмотрите, что у нас получится в итоге. Камни насобирала просто во дворе, на заднем дворе нашего дома. Помыла их хорошенько моющим средством. Нам тоже это все понадобится. Красота просто будет, увидите. Первыми, наверное, установим вот эти вот травинки наши. А вот здесь вот внизу на проволочке, на тоненькой такой вот. Возьмем и вот сюда вот прям у двери мне хочется установить. Так вот между веревочками. Раз, и в пенку она легко втыкается. Таким вот образом. Прям легко воткнулась. И камушком прикрою вот так вот. А вот здесь вот вообще, здесь у нас даже внутри цветочки есть желтенькие. Так, прямо у входа. Сейчас будем с вами создавать целую такую историю интересную. Так. А здесь вот просто на зубочистке я сделала. Ну, это не принципиально, можно и на проволоке, можно на зубочистке. Вот, посмотрите, какая веточка у меня. На нее тоже листики наклеила. Положим вот так вот, как будто дерево рядом упало. И как же светильник у нас без лампочек. Вот такие вот лампочки сейчас тоже установим. Такой своеобразный крючок сделаем. Там не принципиально, как именно будет. Чтобы было за что крепить за стенку. Все. Вложила здесь вот эти вот палочки, но они еще ходят ходуном, потому что их нужно проклеить. Сейчас тоже посажу их на ПВА-клей. И вот эти перила тоже сделаем, доделаем. Тоже склеим. Конечно, по-хорошему нужен суперклей, но у меня с собой есть только ПВА сегодня. Не хватает только одной маленькой детальки, друзья.
А какой именно? Конечно же, Нивы. Конечно же, Нивы не хватает. И вот он, тот самый рыбак, тот самый мужичок на Ниве, который построил вот эту хижину далеко-далеко, где можно приезжать, расслабляться, отдыхать, исцеляться на природе. А такая вот сказка. Все, друзья, легли мы спать. Все-таки мотор завели, потому что очень холодно на улице. Сегодня заморозки будут. Поэтому мотор завели все-таки. Вот так у нас ночник горит здесь. Режим нормально. Что такие дела? Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. До завтра. Утром встретимся. Доброе утро всем. Всем доброе утро. Вот, друзья, мы легли на ту сторону среди ночи, потому что здесь очень-очень рано светает. Нам нужно будет шторки сделать на все окна. Вот, а с этой стороны более-менее. 3:30 было, уже начало светать. Да. Угу. Кстати, ночью было -2. И мы опять завели машину, потому что холодно было. Да, поэтому повесили вот этот вот датчик углекислого газа. Ну, на всякий случай. В общем, вот такие вот дела. Она такая красота, такая красота. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, какая панорама у нас за окном. Прям вот так вот открываешь глаза, да, и сразу мы видим, что лес, да? А я открыл глаза, не могу еще. А давайте я вам сейчас покажу, что вообще мы видели, открыв глаза. Сейчас, секунду. Вот так вот лежа, если мы смотрим вперед, то видим вот такую вот картину. А если поднимаем глаза вверх, то видим вот такую вот картину. Все наоборот, да? Перевернуто как будто бы. Но на самом деле, конечно же, все это выглядит вот так вот. Такая красотища. Просто вообще загляденье. Кстати, там такие волны были, а? Да, волны. Огромный ветер какой бешеный просто. Аж машину качало. Угу. Друзья, сейчас покажем, как мы спим. Вообще показывали уже, но кто не знает, у нас здесь получается такая фанера идет. Да. Она двойная. Там еще даже что-то было у нас такая, для укрепления. Нет, коробочки у нас там, картонка, это просто так, она на всякий случай с нами. Да, мы ее не выбросили почему-то. Вот так вот. Вот это наша сумка.
Потому что многие спрашивают, куда вы деваете все свои вещи. Вот все наши вещи, которые нас продовольствием. кормят, поют, это здесь получается. Вода здесь, здесь вся наша еда, продукты наши и вот такие вот стульчики. Сейчас как раз мы это все возьмем и пойдем позавтракаем. И все пусто. Да. Джина вызываете, да? Ага. Волшебная лампа Аладдина. Лампу. Волшебная лампа Александра. Надо ее согреть сначала. Чем оно теплее, тем быстрее оно зайдет в рабочий режим. Ладно, хватит баловаться. Куда-нибудь сюда сейчас поставим. Сильный ветер. Спирта у нас мало. Ну, хватит. Чай нам попить хватит. Все, и налей. О, хватит. До последней капли. Спирт холодный, не хватается. Сейчас хватит. Ветер все гасит. Ветер причем со всех сторон идет. Пришлось поменять Со всех сторон. местоположение несколько раз. Он гасит даже спичку, не то что спирт. Есть, да? По-моему, есть огонь, да? Да, как зеницовка надо беречь. Да, есть там пламя. Ага. Иначе мы не поедим. Есть пламя. Да, надо ставить. Вы его видите? О, есть. Да, ура! Ура, есть пламя. Ставим сюда. Но я слышу, что горит. Звук есть, да. Да.
Ветер Дайте отовсюду. посмотрим где-нибудь. Здесь, может быть, видно? Нет, плотно закрыто, не видно, но страшно открыть. Да, есть пламя, Есть? смотрите, синее. Да, пламя синее. там размыто все. Да, синее пламя. Но лучше прикрыть дверцу, чтобы... прикрываем. Ага. Наконец-то, друзья, ура! Неужели мы сегодня попьем чай? Я руки грею. Посмотрите, сколько спичек ушло, чтобы его запалить. Очень сильный ветер был, кстати, с этой стороны. Вот, с этой стороны тоже вот они. Сколько? Пол коробка, наверное, ушло. Очень сильный ветер. Со всех сторон вот так он идет. Еле-еле запалили мы его.